Витаю! В этом видео в Elmer мы посчитаем температурную деформацию и посмотрим, какой получится изгиб у биминалической пластины. Итак, для начала во FreeCAD создадим сетку конечных элементов. 3D-модель у нас будет состоять из двух коробочек длиной 15 мм, шириной 1 мм и толщиной 0,1 мм. Верхняя коробочка, точнее уже пластина, будет представлять железный слой. Нижняя пластина будет представлять медный слой. Выполняем болевое слияние и переходим в МКФ. Создаем сетку конечных элементов. Чтобы можно было назначить различные материалы, нужно создать группу объединений элементов сетки. Материалы назначаются объемным телам, поэтому выбираем Solid. И создаем группу для железа и группу для меди. Не забываем обновить сетку. Далее сохраняем ее в формате UNV. Не забываем при экспорте указать расширение. Теперь переходим в Elmer. Загружаем сетку конечных элементов. Смотрим сводку. 3D-модель была построена в миллиметрах, сетка тоже получилась в миллиметрах. Мы будем использовать в расчете систему Си, поэтому нужно перевести миллиметры в метры, указав коэффициент масштабирования в настройках проекта. Как и предполагалось, сетка у нас состоит из двух тел. Одно для железа, второе для меди. Но поскольку мы не создавали групп объединения для назначения граничных условий, сейчас сетка представляет собой одну единую границу. Чтобы можно было назначить ее поверхностям температуру и закрепление, ее сначала нужно разгруппировать. Для этого нажимаем «Разделить границы», обновляем сеть. Вот границы разгруппированы. Теперь идем в настройки проекта. Вводим коэффициент масштабирования. Добавим расчет. На вкладке термодинамика ставим птичку активная. Приоритет ставим 2. Настройки решателя оставляем без изменений. Переходим на вкладку линейную упругость. Ставим птичку активная. Приоритет у нас единица. Ставим птичку считать напряжение. В настройках решателя на вкладке линейные системы выбираем метод Direct, потому что он быстрее итеративного. На вкладке специфические свойства решателя можем поставить птичку считать эквивалентное напряжение. Нажимаем «Применить». Ставим птички назначить обоим телам. Добавить и ОК. Добавим материал. Это у нас будет железо. Возьмем его из библиотеки. Проверим исходные данные. На вкладке General нам нужен коэффициент температурного расширения. На вкладке термодинамика теплопроводность. На вкладке линейная упругость модуль деформации и коэффициент Пуассона. Коэффициент Пуассона пропущен. Давайте его допишем.
Ставим птичку «Назначить в верхней пластине», «Добавить» и ОК. Теперь добавим медь. Также возьмем ее из библиотеки. Проверяем исходные данные. Ставим птичку «Назначить в нижней пластине», «Добавить» и ОК. Добавим начальные условия. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру 0 градусов. Ставим птичке «Назначить обеим телам», «Добавить» и ОК. Добавим граничные условия. На вкладке «Термодинамика» пишем температуру 100 градусов. Помечаем, что это температура. Добавить и ОК. Теперь добавим закрепление. На вкладке «Линейная упругость» с перемещением во всех направлениях пишем 0. Помечаем, что это закрепление. Добавить и ОК. Назначим граничные условия элементам сетки. Здесь у нас будет температура. Здесь тоже. Тут у нас будут закрепления. Сохраним файл, указав папку, куда будет записан файл с исходными данными и файл с результатами. И можем приступать к расчету. Создаем файл SIF. Проверяем, все ли в нем в порядке. И запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем Elmer VTK. Вот наши результаты. Включим шкалу. Включим из-за поля перемещений вдоль Z. Включим визуализацию деформации. Включим вектора направлений. Как видим, из-за разницы температурных расширений материалов, пластина изогнулась вверх на 0,2 мм. На этом все. Дякую за увагу.